Девчонки, всем привет! Рада видеть вас снова на моем канале, и сегодня в видео речь пойдет про губы. Куча вопросов поступила о том, увеличила ли я губы. Да, это произошло наконец-таки. Я этого очень давно хотела, очень долго ждала, очень много боялась. Расскажу вам про плюсы, минусы, какие мои опасения оправдались, а какие нет. Может быть, в этом вы узнаете себя и примите для себя решение, если вы этого давно хотите, в положительную или в отрицательную сторону. То есть стоит делать или нет. Итак, начнем по порядку. Страх номер один у меня был, самый главный, это то, что я буду выглядеть как уточка. Но на самом деле мой косметолог меня убедил, что если много не вкалывать, то эффект будет естественный. У меня есть небольшая асимметрия, мне хотелось ее убрать, и плюс совет, оказывается, асимметрия губ наступает из-за того, что мы жуем на одну сторону. То есть я жевала всегда вот на эту сторону, и здесь губа была меньше, чем вот здесь. Ну, в общем, это все поправили, все это несложно было. Страх номер два был в том, что я буду чувствовать филлер гиалуроновой кислоты, то есть мне будет неприятно жестикулировать, разговаривать, и вот когда делаю так, что я тоже его буду чувствовать. Я скажу так, губы стали менее мягкими, но сказать, что я его чувствую, нет, такого нет. То есть они все такие же подвижные, можно делать что угодно, ничего не мешает. Третье, болезненность процедуры. Процедура болезненная, я это испытала на себе, мне было очень неприятно. Несмотря на то, что мне делали заморозку, где-нибудь здесь вставлю фоточку обязательно. Заморозка делается, вам наносится крем на губы и убирается все это под пленку. Пленка нужна для того, чтобы кислород не поступал и крем более глубоко подействовал. В общем, с нижней губой все еще ничего, но верхнюю губу колоть было больно, действительно больно. Плюс еще получилось так, что я везучая, и, конечно же, мне потребовалась коррекция. То есть изначально мне вкололи половинку шприца и потом еще половинку через 2 недели. То есть весь этот процесс преображения занял у меня целый месяц. В течение месяца я снимала коротенькие видео или делала фоточки. Дальше там все это будет вставляться, рассказывать свои ощущения как бы в момент после процедуры. Что не упомянула в тех видео, это то, что на 3-й день губы начинают облизать, как старая змея. Так что если вы это сделаете, не пугайтесь, это просто все из-за того, что наносили анестезию. Не знаю, кстати, почему, так и не изучила, но косметолог меня заверила, что это все из-за того, что мы делали обезболивание кремом. Поэтому, говорит, не пугайся, это нормально. Пошла я делать первый раз губы. Очень боялась, сидела, тряслась, переживала, но, как оказалось, напрасно. В принципе, все прошло достаточно быстро. Я показала желаемый эффект, сказала, что хочу, чтобы они были естественные, никаких приподнятых уголков, вот таких огромных пельменей мне не надо. И мы приступили. Процедура вся длилась, не считая того, что 40 минут я сидела и замораживала свои губы, минут 15. И это очень быстро было. Верхнюю губу колоть было действительно больно. Это неприятное ощущение, но, я скажу так, оно того стоит. То есть, если очень хочется, то вот это вот потерпеть можно. Помогали советы о том, что когда тебе вкалывают, то есть когда иголка заходит, нужно делать глубокий вдох, и тогда как бы боль не так сильно ощущается. Еще одним моим опасением был сильный отек. В первый день, то есть на следующий день после процедуры, когда ты просыпаешься и видишь вот это на пол лица, я была просто в шоке. И еще во второй раз, когда мне уже докололи все оставшееся, это как раз пришелся на день рождения моего мужа. Очень многие в сторис в Инстаграм мне писали: Таня, что с твоими губами? Почему ты сделала такие большие? На самом деле губы станут, говорят, на 30%, но мне кажется, в половину меньше того, как они выглядят с отеком. Сейчас отек полностью спал, и я чувствую себя прекрасно, комфортно. Мне хочется пойти даже купить помаду, хотя обычно я обходилась всегда блесками для губ или гигиеническими помадами.
Пока что на время сняла ресницы, чтобы привыкнуть к губам, для того, чтобы все это уравновесить, чтобы не было здесь нагромождения и здесь, соответственно. По поводу размера губ, количества препаратов, все это, конечно, нужно консультироваться со специалистами. Мне моя косметолог посоветовала, я даже не помню, как назывался мой филлер гиалуроновой кислоты, я только помню, что она сказала, что для первого раза он должен быть плотным, иначе он очень распределится по губам, растечется и, в общем-то, эффекта вообще практически не будет. Кстати, это решение для тех, кто очень хочет, но не очень хочет, чтобы было сильно заметно, хотя я смысла тогда не вижу. Ну и далее давайте перейдем к истории, посмотрим, что же там было все эти дни. Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня опять будет видео нестандартного формата для моего канала, но я решила поделиться своим опытом, возможно, он кому-то будет полезен. Скажу сразу, я очень давно решалась на эту процедуру, мне безумно страшно. Я пойду делать губы уже через пару часов. Объясню, почему я это делаю. Мне не нравится, что при моей мимике, то есть при том, когда я разговариваю, у меня совершенно отсутствует верхняя губа. И плюс, что у меня большеватый нос, и мне хотелось бы как-то, так скажем, уравнять части верхнюю и нижнюю. Кому-то, может быть, это покажется бредом. Я очень долго думала об этом, очень долго на это решалась. И так как увеличивать губы мы будем препаратом гиалуроновой кислоты, она полностью рассасывается. Если это не произойдет, можно вколоть специальный препарат, который ее растворит. Никакие вставлять штуки сюда я не буду. И вообще, если честно, в этом я чайник. Но, возможно, мой опыт будет кому-то полезным. Буду снимать каждый день, рассказывать вам, что я ощущаю, что чувствую весь период восстановления. Итак, сейчас мои губы выглядят вот так. Если присмотреться, то у меня уже есть вот здесь немного морщины, губы очень часто сушат. И, как мне сказал косметолог, форма у меня хорошая, но можно, конечно, сделать немножечко побольше. Пока не знаю точно, я доверяю своему косметологу, и мне кажется, что если вы в этом вопросе не сведущий, то просто найдите очень хорошего мастера. Будем следить, обязательно вам покажу сразу после процедуры, что будет. Так, я приехала домой после процедуры. Я приобрела 1 мл, то есть 1 шприц препарата. Сделали мне пока что 0,4,5, то есть чуть меньше половины. Объясню почему. Когда мне косметолог начала колоть препарат в верхнюю губу, вот в эту, у меня здесь очень близко расположены сосудики, и один сосуд у меня лопнул. После этого здесь образовалась гематомка, и поэтому мы не стали очень много вкалывать вверх. И здесь по низу тоже немного. В принципе, пока мне все нравится, то есть на коррекцию у меня осталось еще больше, чем половина препарата. Коррекция будет... Сереж, никакой коровки сейчас не будет. Коррекция будет проходить через 2 недели. Все эти 2 недели я тоже буду периодически показывать результат, как они заживают. Пока что они выглядят очень хорошо, очень естественно. Есть такое ощущение увлажненности. У меня еще даже не до конца отошла заморозка. По поводу болевых ощущений расскажу сразу, так скажем, из первых уст, только-только сделав. Да, процедура достаточно болезненная, но не такая, чтобы ее не делать, если вам очень хочется. То есть я не могу ее сравнить с какими-то операциями или очень болезненными процедурами. Это неприятно, больновато, но в принципе заморозка делает свое дело, и я не могу сказать, что у меня есть какие-то супер отрицательные эмоции, чтобы совсем в дальнейшем от этого отказаться. Сейчас мои губы выглядят вот так, очень натурально. Ну и плюс, конечно, это губы с отеком. То есть вы понимаете, да, что отек потом спадет. Пока что мои опасения совершенно не оправдались. Мне нельзя горячее, холодное, алкоголь. И нельзя целоваться 2 недели где-то, наверное, если я все правильно поняла.
В общем, будем наблюдать. Посмотрим, что будет вот с этой гематомкой завтра, на второй день. Обязательно сниму. Итак, прошло чуть больше суток, и сейчас мои губы выглядят вот так. Смотрите, гематомка, она еще осталась, то есть она присутствует, но губы не болят. Единственное, что немного нет подвижности активной, но и мне сказали очень сильно не жестикулировать. Если честно, мне очень сложно, потому что я люблю смеяться, улыбаться, поэтому мне приходится себе напоминать о том, что губами сильно активно шевелить как бы нежелательно первые 3-4 суток. Поэтому будем наблюдать, не буду уж вам показывать каждый день, будем просто смотреть. Мне кажется, что так быстро у меня спал отек, вот эта ужасная опухоль, потому что мы целый шприц 1 мл разделили на 2 приема, то есть вкололи половину сначала и половину потом, а не почти целый в начале и только немножечко потом. То есть из-за этого идет более быстрое заживление, ну и плюс вот эта гематомка, конечно, она пройдет, ничего страшного, следов не останется. Она вчера была более большая, и вот сегодня утром, то есть чуть больше суток прошло, она уже вообще не болит. Будем следить дальше. Через 4 дня мои губы вновь покрылись корочкой. Это от анестезии, напоминаю. Отек уже начинает спадать, остаются только небольшие синячки. Губы уже выглядят более естественно, чем до этого. То есть они уже не такие раздутые. И по ощущениям они уже начинают быть более похожи на свои, то есть уже быть такими более мягкими. Так как гель внутри распределяется, улучшается подвижность, то есть это прошло у меня вот 4 дня. Особого дискомфорта уже не ощущаю, только вот эта вот сухость, которая после анестезирующего крема, так как они шелушатся, не очень приятное вот это ощущение, но я просто увлажняю гигиенической помадой. Итак, со второй коррекции прошло у нас где-то около недели, чуть-чуть поменьше на 1 день. Делала я в субботу, а сейчас пятница. Губы полностью уже подвижные, с них спал отек, но остались небольшие синячки. Вот в этом месте, в этом и вот в этом. И еще такой момент хотелось бы рассказать. Я не могу это утаивать. У меня были очень-очень маленькие губы. И препарата был целый 1 мл. То есть я не стала делать меньше, потому что там эффекта вообще не было видно. И чуть-чуть препарата вылезло у меня в слизистую. И я пойду через где-то месяц это убирать. Но к тому времени видео уже выйдет, потому что это, так скажем, маленькая доработка. Особенно если ваш косметолог это умеет. В принципе, можно уже сейчас оценить конечный результат. В начало видео и в конец я вставлю там, где у меня уже будут накрашены губы. Вы сможете посмотреть это воочию, и мне не надо будет делать это, как делаю я сейчас, потому что сейчас я снимаю специально без макияжа, не накрашенная, для того, чтобы вы видели степень синяков, то есть за сколько они проходят. Кстати, в принципе, это тоже у всех индивидуально. У меня синяки проходят долго, поэтому возможно, что у кого-то процесс заживления будет намного быстрее идти. Люди перестали от меня шарахаться, перестали видеть вот такие вот огромные губы, и даже, возможно, если вы не общались со мной лицом к лицу, возможно, вы бы даже это и не заметили, что у меня сейчас сделанные губы. То есть смотрится это более чем натурально, но я разницу вижу, разницу особенно с верхней губой, что касается, потому что в нижней материала вообще практически нет, а вот сверху, да. Видите, если я расслаблю лицо, есть такая некая как ступенька, сбоку сейчас покажу. Эта ступенька нужна для того, чтобы не колоть кучу материала в губы, а просто, когда гель кладут сюда, косметолог вот таким образом придавливает его и прижимает, то есть раскладывает его так, как он должен лежать. Итак, вы посмотрели мою историю, куча хейтеров присоединяется обычно к таким видео про увеличение губ и так далее и тому подобное. Надеюсь на вашу лояльность, девушки.
потому что я этого очень давно хотела. Я боялась сама, и это видео снято не ради просмотров и чего-либо, а потому что хотелось поделиться. Кстати, это единственное видео, которое я готовила аж целый месяц, ну, не считая онлайн-курсов. Очень рада была с вами пообщаться. Наверное, напишите мне в комментариях, интересен ли вам такой формат, в формате болтовни немножко, рассказываю какие-то полезные вещи, то есть здесь нет мастер-классов, я ничего не показываю, но делюсь с вами каким-то своим опытом. Буду рада любому комментарию, гневному или не гневному, это уже не важно, ведь каждый человек имеет право на свое мнение. Пишите свои комментарии, всех люблю, всех целую, с вами была Татьяна Сидоренко, всем пока!